Привет, привет, с вами Алена, и у нас сегодня очень необычный случай, и вам, наверное, покажется, что здесь грибы и мухоморы, но давайте разберемся с самого начала. Этому парню где-то лет 14, если я не ошибаюсь, и обратилась к нам с просьбой как-то исправить его ногти именно его мама. Конечно, в первую очередь я решила спросить у него, как же с ним такое все происходит, и как давно это случилось, и в процессе разговора я выяснила, что где-то, наверное, лет с 10 он стал очень сильно ковырять себе ногти. И по большому счету, когда я спрашивала у него, что он об этом думает или что он чувствует по этому поводу, он сказал, что ему не сильно это интересно и не очень-то важно, что у него какие-то там не очень красивые ногти или не сильно ровные. Он вообще не видит в этом никакой проблемы, просто иногда, когда смотрит фильмы, он очень сильно нервничает и потом хоп, и ковыряет. Ну и немножко признался в том, что вроде как бы, немножечко кайфует, что ли, с этого, да, то есть ему как-то прикольненько так отковыривать. А вот насчет указательных пальцев я у него тоже спросила, и я говорю, а часто ли такое бывает? Он говорит, да, обычно расковыряешь так ноготь, вот такой вот растет какое-то время, потом он срастает, или иногда просто весь целиком сходит, и потом опять нормальный ногтик, потом говорит, я его снова расковыриваю. В общем, какая-то такая тема, и мы снова возвращаемся к разговору о тех самых деструктивных привычках. В процессе работы я отошла ненадолго и, конечно же, поговорила с его мамой, корректно объяснив, что нужно работать с психологом и в первую очередь не ему, а именно маме, потому что когда проблемы у наших детей, нужно начинать работу с родителей, то есть мама больше всего находится в контакте со своим сыном, и ясное и понятное дело, что начинать нужно именно с нее. То есть сначала это все прорабатывается с мамой, устанавливается причинно-следственная связь. Я не психолог, копаться в таких вещах не должна, не имею права и не умею, наверное, и не буду. Но как дочь психолога могу смело заявить, что такая проблема имеет место быть, и она совершенно точно решаема. Просто нужно найти причину, по которой он так себя расковыривает. Как всегда, если кому-то нужен телефон моей мамы, только попросите. Небольшая рекламная пауза. На самом деле много таких запросов, особенно в директ меня просят дать телефончик, потому что мама у меня работает дистанционно. И теперь возвращаясь к нашей проблеме, то есть когда я маме сказала, она очень сильно удивилась, она сказала, а почему? Это же не у меня проблема, а проблема у него. На что я ей сказала, что могу предложить ей прямо сейчас даже проконсультироваться с моей мамой, то есть есть пару минут, они могут поговорить, и дальше она уже сможет принять самостоятельное решение, хочет ли она пойти туда или сюда, то есть не принципиально, к какому психологу она обратится, главное начать это с места двигать. Дальнейшие истории я не знаю, потому что я не считаю правильным и нужным туда вмешиваться. То есть, если она приняла такое решение, то пусть оно будет только ее. А молодому парню, конечно, я долго рассказывала, очень старалась и объясняла, что совершенно не стоит так сильно нервничать и сильно себя расковыривать. Я надеюсь, что он меня понял. Также я ему сказала, чтобы он подписался на меня в Инстаграме и на Ютубе, и чтобы обязательно увидел это видео, почитал комментарии, в которых я очень верю в это, вы поддержите его и пожелаете ему скорейшего избавления от этой вредной, деструктивной и неприятной привычки. Я хочу сказать, что у этого мальчика прекрасные, длинные, красивые, ровные пальцы, и вообще он очень симпатичный молодой человек, и ни к чему ему такие кракозябушки на себе носить. Поэтому все должно быть хорошо. А мы решили, что мы сделаем простой гигиенический маникюр по мере наших возможностей. Учитывая, что здесь все так не слабо расковырено, возможности у нас так себе в этот раз, но тем не менее мы все равно подзачистили, привели в порядок то, что у нас имелось. Как видите, где-то даже немножечко есть ранки, которые он принес, уже были расковырены. Вот здесь вообще кожа настолько огрубела, что у меня было такое ощущение, что я с мозолью на пятке работаю. И да, такое бывает. И большие пальцы у нас тоже были неплохо расфигачены. Я здесь работаю маленькой твердосплавной фрезой. Я очень люблю ее использовать во время всяких зачисток, будь то анихализисы или вот такие продольные ковыряшечки. В общем, так выглядят наши ноготки после зачистки. Мы видим все
красные такие метки, которые он на себя ставил. Естественно, я все эти части обработала средством, которое называется эндожа, для того, чтобы не попала никакая грязь и, не дай бог, ничего не воспалилось. И после этого мы вместе с ним приняли решение, что вот те пальчики, на которых есть прям очень сильные, ярко выраженные вмятины и неровности, мы все-таки хотим немножечко закрыть искусственным материалом. Естественно, я выбрала прозрачную, взяла просто обычную самую базу и сейчас покрою ее сначала тонким слоем, а потом немного выровняем. У нас нет цели сделать супер идеальный блик, поэтому можете не писать, что он не совсем супер ровный. Я об этом прекрасно знаю. Я взяла вот такой гель от Impulse. У меня пришла новая посылочка, и, конечно, мне не терпелось использовать именно этот гель. Кстати говоря, импульсы тоже заявляют, что они гипоаллергенные и вообще отлично подходят для всяких там протезирований. Вот так вот мы выполнили наше заполнение в несколько этапов. Я заполняла совсем по чуть-чуть, потому что я понимала, что в пальце почти что дырка, и если я сразу плюхну эту здоровую каплю, я-то ее плюхну. Но я бы представляю, какой там был бы кошмар, и как бы ему было горячо. В общем и целом, я считаю, что пальчик очень даже ничего получился, вполне себе хорошенький. На втором указательном пальце уже почти отросла дырка от предыдущих ковыряшек, но все же я решила чуть-чуть закрыть. Прозрачный материал я выбираю, кстати говоря, неспроста, а потому что через него прекрасно видно, все ли там в порядке и не пошло ли что-то не по плану. Я имею в виду изменение цвета там в сторону зеленого, желтого, синего или еще какого-нибудь неестественного оттенка. То есть вы делаете протезирование или достраивание архитектуры, называйте как хотите. В общем, дополняете то, чего не хватает прозрачкой, и совершенно спокойно можно наблюдать. Также я этому парню сказала, что он может в любое время мне написать, дала ему свой личный номер телефона. Если ему понадобится моральная поддержка, или, может быть, просто у него будут какие-то вопросы, то я готова его выслушать и помочь тем, чем смогу, ведь у нас одна общая цель. Мы хотим избавиться от этой привычки и убрать неровности на ногтях. А пока мы справляемся с этим только косметическим образом. Я считаю, что результат очень даже неплохой. Да, блики неровные, я не стала его мучить и что-то там ему выпиливать и пилить. Просто они относительно сейчас ровные по сравнению с тем, что было. И это просто прекрасно. Также на уход я ему порекомендовала масло. Масло, как всегда, мое любимое натуральное от Атисов. Оно очень приятно пахнет и нравится всем без исключения. Я практически каждый раз его рекомендую клиентам и очень жду, когда же мне придут маленькие баночки по 5 мл, чтобы я просто смогла его давать как пробничек. Потому что, попробовав один раз такое масло, то есть ты просто не остановишься.